Добрый день, мои дорогие студенты, как ваши дела? If you're first time here, my name is Natalie. On Natalie Practical Russian, you can learn Russian language by listening to my stories. Here I teach you Russian grammar and vocabulary in live stories. In this video, I'm going to show you a little bit from my ordinary life, and we will practice the Russian verbs кончится, закончится. What's the difference between these two Russian verbs? I'll explain you at the second part of this video. For each video, I make a transcript which you can download on Patreon. Find the link with my Patreon page and support me there. And I definitely recommend you download the phrase material. I have phrase book that's completely for free. You can learn common Russian phrases from this material. Find the link below, click on that link and download this material for free. I work as a teacher, so if you want to talk to me in person, you can book a lesson with me. But now let's move on to the topic. Let's get started. Доброе утро! Я сейчас закончила свою тренировку. Вы знаете, я занимаюсь спортом утром, я делаю упражнения, и сейчас я строю планы на день. Мне нужно кое-что сделать сегодня. Вообще я хотела кое-что купить сегодня, но утром был дождь, и сейчас, кажется, еще идет дождь. Давайте посмотрим. Кажется, дождь еще не закончился. Да, очень шумно. Ой, вы видите? Нет. Когда же он кончится? Мне нужно в магазин сегодня, потому что у меня закончилось все дома. Я могу вам показать. Это мой рабочий стол. Обычно я покупаю фрукты, и у меня фрукты в этой тарелке, но сейчас там пусто, потому что фрукты кончились. Больше нет ничего. Каждые 2-3 дня я покупаю что-то, но сейчас идет дождь, и непонятно, когда он кончится. А я не очень хочу гулять в дождь, и магазин довольно далеко. Можно купить здесь фрукты недалеко, но мне нужно купить кое-что еще. Вообще у меня все закончилось. Нужно написать список, может быть. Да, это моя ванная. У меня закончилась туалетная бумага. Это плохо. У меня есть салфетки, но мне нужно купить туалетную бумагу. Она совсем закончилась. Больше нет. Еще гель для душа у меня также кончился недавно. Нужно купить новый. Что-то еще я хотела. Зубная паста. Она скоро закончится. Здесь совсем чуть-чуть. Нужно купить новую. У меня есть мыло, все нормально. Это моя такая маленькая ванная. Так как она маленькая, размер ванны не очень большой, поэтому я все мои баночки храню здесь. Да. Это гель для лица, все нормально, здесь довольно много. У меня скоро закончится мой любимый крем для лица, и это нехорошо, потому что я не знаю, где купить такой. И, возможно, я куплю какой-то другой. Здесь я не найду этот крем. Здесь мои шампуни. Это тоже скоро закончится, там совсем чуть-чуть. У меня 2 шампуня на данный момент. Это второй шампунь. И там тоже чуть-чуть осталось. Он тоже скоро закончится. Наверное, нужно посмотреть какой-то новый шампунь. А так, вроде, у меня все есть. Ватные диски. Здесь тоже, как вы видите, чуть-чуть. Скоро закончатся ватные диски, поэтому тоже нужно купить. Хорошо. Мне нужно купить зубную пасту, мне нужно купить гель для душа, обязательно туалетную бумагу. И что, ватные диски. Главное ничего не забыть. Еще у меня закончилась вся еда дома. Я могу показать. Здесь у меня хлеб, осталось совсем чуть-чуть хлеба. Он тоже
почти закончился. Здесь у меня холодильник, он пустой, ничего нет в холодильнике, у меня кончилось молоко, у меня кончились яйца, у меня кончились все продукты, ничего нет, есть только соус, сливки и масло. Да, холодильник пустой, все кончилось, ничего нет, нужно все покупать. Также здесь у меня чай, макароны, это греча. Вы знаете, в России мы едим гречу. Ну, здесь еще есть, все нормально. Я думаю, этого мне хватит. Но у меня совсем нет шоколада. Кончился шоколад, а я ем шоколад каждый день. Я не могу жить без этого, вы знаете. Это небольшая раковина. И здесь средства для мытья посуды, там тоже, кажется, очень мало. Думаю, что тоже лучше купить. Много всего мне нужно купить сегодня. Тоже закончится очень скоро, и поэтому лучше купить новую бутылку. Еще мне нужно постирать. Вчера я подготовила это одежда, чтобы постирать. Мне нужно постирать эту одежду. Стиральная машинка внизу. Мне нужно спускаться вниз, а там дождь, и довольно сильный дождь. Мне нужно выходить на улицу, чтобы постирать. Не закончился еще? Нет, еще идет. Довольно сильный. Ну, может быть, подождать минут 15-20, и когда он будет не такой сильный, можно пойти в магазин. Сейчас я могу почитать книгу, например. У меня есть минут 10-15. У меня всего 3 книги. Эту книгу я закончила читать. Это русская литература, Толстой. Я ее прочитала. Сейчас я читаю эту книгу. Не очень много я прочитала. И не знаю, когда я закончу. Возможно, не скоро, потому что она на английском, и я читаю медленно. Ну, минут 10-15 я могу подождать, потому что очень сильный дождь. Я не хочу идти в дождь, и нужно поставить, постирать. Сейчас хочу забрать свою одежду. Кажется, машинка закончила стирать, но начался снова очень сильный дождь. Такое ощущение, что он никогда не кончится. Хорошо, что здесь есть крыша. Значит, я не промокну. Я посмотрела, машинка закончила стирать. Сейчас хочу забрать свои вещи. Машинка, и кажется, все готово. Я забрала вещи из машинки. Все. Одно дело сделано. Еще надо купить что-то из продуктов. Я не купила фруктов. Но снова идет сильный дождь. Я купила фруктов и овощей. Сейчас я вам покажу. Это мандарины, бананы. И здесь что? Картошка. Это картошка, это цветная капуста, я тоже готовлю цветную капусту, и здесь немного на салат огурцы, помидоры, и это все мне обошлось 11 лари, вы можете поверить? Где? 11 лари, это где-то 4 доллара, 4 евро, если я не ошибаюсь. Я очень довольна, у меня есть фрукты. Сейчас мы это все положим. У них всегда все в отдельных пакетиках. Я складываю сюда, чтобы это было красиво. Также мандаринки сейчас положим туда. И все, и красота. Да, пакетики мне не нужны. Обычно я использую их для мусора.
Но так как у меня нет специального места, я складываю здесь просто овощи вниз, потому что у меня просто нет места. И огурцы с помидорами тоже можно. Вечером я буду делать салатик. Здесь как раз у меня что чеснок и лук, и все, что осталось. Я вернулась и купила все, что я планировала. Это средство для мытья посуды новое. Здесь у меня что еще? Я купила пасту. Это зубная паста. Я купила ватные диски, большую упаковку, потому что я часто использую. Я купила гель для душа, но, если честно, запах мне уже не очень нравится. Не знаю, как с этим жить теперь. Конечно же, я купила шоколад Toblerone. Я купила таких 2. Это темный шоколад, и он мне очень нравится. И купила еще один такой маленький хлеб. Я не очень много ем хлеба, поэтому я покупаю маленький. И, конечно, туалетная бумага. Я уже открыла и взяла один. Да и все. Овощи, фрукты я тоже купила сегодня. Хорошо. Все, что планировала, я все сделала. Да, иногда у нас кончаются продукты в холодильнике. Мы можем купить новые свежие продукты. Иногда у нас кончаются что-то из необходимых, не знаю, мелочей. Да, и мы также покупаем что-то новое. Иногда отношениям приходит конец. Например, если вы общались с кем-то много лет, но потом ваши пути разошлись, и ваши отношения закончились на этом. Иногда это печально, но всегда, когда есть конец, наступает что-то новое, есть новое начало. У всего есть конец, и также у всего есть начало. Как ни печально это сказать, в нашей жизни тоже есть конец. Не хочется думать об этом, точно не сегодня. Все когда-то кончается, но потом начинается что-то новое. И надеюсь, что-то лучшее. 2022 год заканчивается сейчас, и будет 2023 год, и мы надеемся, что он будет лучше. Я думаю, хорошо надеяться на лучшее. Будем надеяться, что следующий год будет лучше, чем этот год. Может быть, хорошо, что он заканчивается. Да и все. И сейчас я хочу объяснить, когда это делает субъект. Да? Например, я закончила читать книгу, или он закончил этот проект. Но когда это какой-то объект, мы говорим, например, машина закончила стирать, потому что машина стирает одежду. Машина закончила стирать одежду. Машина субъект, одежда объект. Да? Но когда это что-то, например, год закончился, да, или продукты кончаются. Кончаются — это процесс, они кончаются. Продукты закончились — это уже результат, значит, их нет совсем. Или вода закончилась, да? Вода кончилась, закончилась, и так правильно. Или вода кончается, значит, ее мало, ее почти нет. Не знаю, молоко кончается, значит, его мало, его почти нет. Сыр кончается, значит, осталось совсем чуть-чуть, его почти нет. Скоро вода закончится, значит, скоро придет конец. Скоро воды не будет. Скоро молоко закончится, значит, скоро молока не будет. Скоро сыр закончится, значит, его чуть-чуть, и его скоро не будет. Сыра больше не будет. Кончаться — это процесс,
Закончится – это результат. В прошлом он закончил, она закончила, они закончили. Это результат, это в прошлом. В будущем он закончит, она закончит, они закончат. Это в будущем. Процесс кончаться. Когда что-то кончается в данный момент, значит, этого мало. Обычно это какой-то объект, и он кончается. Год, лучше сказать, год заканчивается. Это немного трудно, но я надеюсь, это понятно. I see your support on Patreon. I get donations for which I thank you so much. Are you happy that this year is over? Yeah, I know this year was hard, but at the same time it was good. I know your Russian became better. You watch my channel, you improve your Russian, you use other materials, you learn Russian. That's great. And you know I have materials. You can download my free material and learn common Russian phrases. That's completely for free. Some of you support me on Patreon and use that materials. If you don't do this, subscribe and practice reading, practice listening Russian, or you can take class with me. I give Russian lessons. So thank you for today. Спасибо, хорошего вам дня и скоро увидимся.